У меня есть бензиновый триммер, но 10 секунд качает, 20 отдыхает. Husqvarna R112C. Но я бы не хотела идеально чистить. Есть ли у вас колдобины, как у меня? Круто. Косить наиболее удобно. Ива же отрастила побеги, и я их удаляю. Эти отверстия этого фонтанчика постоянно забиваются. Приходится периодически их чистить. Беру зубочистку, причищаю эти отверстия здесь. И почистить и здесь. Вот такое состояние пруда на данный момент. Вода идеально прозрачная, но на дне осадок. И к тому же вот еще здесь местами еще вот эта весенняя тина осталась. Я ее периодически раньше собирала, но она опять накопилась. Вон там прям большие лохмотья видны. Это надо все собрать и дно почистить пылесосом. Соберу только то, что плавает сверху, потому что низ я потом пылесосом пройду. Кстати, тут в углу тоже немного плавающей тины. Просто пылесосом убирается только дно. А сверху лучше убирать сачком. Так как с чисткой много воды уходит, надо одновременно все-таки добавлять. Иначе получится так, что всю хорошую воду, так сказать, воду из пруда я все выкачаю, а надо, чтобы все-таки оставалось там что-то из прежнего. Так, у меня дома выключено, сейчас включу. Как-то так. Сейчас попробуем. И ждем, пока выливается. Поправлю. Так, все выливается. Пробовала я как-то в ведро, но ведро тут же переполняется. Вот, а так как я уже выключила, там сейчас не включится. А это все я сейчас куда-нибудь кустарником каким-нибудь покушать. Забыла выключить. Чтобы она не включилась сразу. Вот тут, кстати, клапан. Он когда наполняется все, и клапан открывается, толкает сюда. Так. Ну, ничего не поделаешь. Можно было как-то придумать. Как бы придумать. Может, как-то подставить сюда, чтобы повыше было. Посмотрим, даст ли это результат. Предположим, так. Выскочит, не выскочит. Ну, чтобы через край не переливалось. Так. Вот такая вот у меня тут конструкция получилась. Ну, чтобы вся вот эта вот тина на траву не шла, иначе здесь потом не уберешь. Подставила немножечко, чтобы получилось бы как сеточка такая, в которую вода идет, а потом уходит. Кстати, часть до сих пор не ушла, надо ее сейчас вылить отсюда. Забилось уже все. Ну, вот можно куда-нибудь под куст. Хорошие питательные вещества. Не засасывает воду. Вот зараза, а. Может, и правда камни попали. О, слышу даже.
Давай так. О, один вывалился. Эх, что не так с моей конструкцией? Так, пока нормально. Посмотрим, что дальше будет. Кстати, не смотрите, что у меня вот это вот так вот с этой стороны. По идее, вроде бы надо так делать. Но, если честно, тогда она не засасывает из низа эту грязь. Поэтому я делаю по-другому. И все-таки не в том дело, что воздух засасывает. Потому что даже так вот она берет, когда на воздухе. А проблема все-таки, если какой-то камушек попадает, и тогда не хватает силы, видать, засасывать воду. Здесь все камни сползли. Надо сюда мелких камней насыпать, чтобы закрыть всю эту клеенку. Но, как всегда, руки ж не доходят. Ну, у меня тут уже потоп, однако. Почистим под насосом. Вот насос бы, вот этот вот, почистить бы вот этот вот, то, что сюда чуть-чуть все-таки забивается. Наверное, хорошо было бы кершером попробовать. И вот эта вот трубочка, она тоже внутри становится шершавая и плохо из нее поэтому течет. Насчет трубочки, кстати говоря, надо бы ее попробовать почистить тоже. Ну вот, осталось еще совсем немножко. Тут, наверное, ну максимум 1 квадрат, даже меньше. И пруд будет у меня на все лето чистый. Ну, надеюсь. В прошлом году я весной сразу практически почистила его, а потом еще в середине лета. А в этом году весной я его не чистила пылесосом, поэтому я думаю, что, наверное, больше не придется в этом году чистить. Если бы эта система не была такой, что, не знаю, 10 секунд качает, 20 отдыхает, тогда в 3 раза быстрее можно было бы, наверное, сделать все это. А, кстати, почему у меня на табуретке стоит насос? Да потому что закачивать-то она закачивает, когда работает мотор, а потом выливается уже сверху вниз. И если место, которое сливается, будет выше, чем насос, ничего выливаться не будет. Вот так. Приходится приподнимать. Так, уже через край. Залило меня тут. В принципе, нормально так. Идеально-то и не нужно. Идеальная вода опять будет портиться. Так, не знаю, какой удобнее. Попробуем по очереди. Так. Ну и как оно? Круто. О, камушки. Ну, обычный бидон, так сказать. Еще бы вот эту помыть как-то.
Попробуем ее вывернуть теперь. По-моему, вполне нормально. Как вы считаете? Так, пойдет. Нептун. 1400 ватт. Подъем максимально 2 метра. И так, шланги 4,2 метра. Ну, как-то так вроде. А знаете что? Давайте попробуем кершером почистить этот, как его, фонтан. Удастся ли мне дойти до туда, чтобы опять ничего не попадало? У меня однажды этот пылесос упал прям в пруд. Я боялась, что перестанет работать. У меня, конечно, не мощный он, но если бы он был бы мощный, можно и пальцы себе порезать. Вот такой вот. Но стараюсь по пальцам не попадать. О, видали, как высоко стало? Гораздо лучше стало, что почистила. Ой, я забыла время посмотреть, сколько ж у меня на чистку-то ушло. На саму чистку ушло где-то 1,5 часа, может, чуть меньше. Когда я полностью этот пруд мыла, выкачивала всю воду, вытаскивала все камни все в ведре мыла, на это уходил целый день. И болела жутко спина, конечно, от этих камней. А так, 1,5 часа и красота. Так, ну чисто сверху только уберу, хотя когда я убираю, со дна, конечно, тоже немножко вот они тут приподнимаются. Но это не страшно, потому что весь мусор, который так приподнимается, он моментально садится на дно. Через часик подойдем сюда, и все здесь будет красиво прозрачно. Но я бы не хотела идеально чистить все камни, иначе здесь жизнь вся вымрет, и вот тогда начнет вода портиться. Вот и все. Время 1:30. Пойду-ка я покашу. Это у меня пластины из ОСБ плиты. Уровень пола контейнера и земли отличается примерно на 8 сантиметров. Поэтому подставляю пластины, когда выезжаю или заезжаю в контейнер на садовой технике. В прошлом году купила райдер. Сейчас расскажу все плюсы и минусы, на мой взгляд. Райдер – это газонокосилка, на которой сидя ездят по саду. Орган скашивания у него спереди. Ширина деки, то есть ширина скашивания у этой модели 85 сантиметров. Почему я купила именно такую, я озвучу чуть позже. У райдера есть очень хорошая особенность. Он практически складывается посередине. То есть им максимально удобно косить вокруг деревьев. Если кружиться им на месте, то не скошенная часть составит в диаметре всего 65 сантиметров. Высота скоса от 2,5 до 7 сантиметров. Визуально это 5 ступеней. Сколько они в сантиметрах, помимо нижней и верхней, я не знаю. Но я кашу снизу на 3-й ступени. Если косить ниже, то оголяет почву. Если выше, то остается довольно высокая трава. И срез, кстати, неровный получается. Такой техникой очень удобно маневрировать между деревьями, кустарниками, ездить по склонам. Вы видите, что возле дорожки я оставила нескошенную траву. Этого можно было бы и не делать. Райдер спокойно скашивает сам край и траву на дорожку не разбрасывает. Обычно я так и кашу, но в данном случае трава за 2 недели выросла слишком высокой, и край получился бы не очень красивый. Я его скошу другой газонокосилкой. Об этом позже. Модель называется Husqvarna R112C. Скорость вперед до 9 км в час, а задняя скорость до 7 км в час. Конечно, я так быстро не кашу по своим колдобинам, но на идеально ровном поле для гольфа это вполне реально. Второй плюс – это то, что перед декой маленькие колесики.
Они минимально приминают траву перед тем, как острые ножи срезают траву. Райдер – это мульчирующая техника. Он не выбрасывает траву ни сбоку, ни сзади. И нет сборника травы. Все, что скашивается, мелко мульчируется и падает на траву. Но если вы косите невысокую траву, то скошенные травинки даже не видны. Я попытаюсь снять вам, как кашу, сидя прямо на райдере. Для малоуходного сада лучше иметь один такой райдер, но для этого надо сад подстроить под него. Делать плавные линии газона с большими радиусами. Не оставлять островов с травой, куда не подъехать. Не делать высоких бордюров на стыке травы и клумб или дорожек. Как видите, у меня тоже не все по правилам, так как очень сложно найти золотую середину между красивым дизайном и максимально комфортным покосом. Кстати, левая педаль – это газ и скорость одновременно, а правая – это задняя скорость. В маленьких садах покос травы не занимает много времени. Мне же приходится косить часов 5, а то и 6 в общей сложности. Нет, райдером или садовым трактором я кашу не так долго, но вот после этого я кашу столько же по времени другой техникой. Покажу чуть позже. Везде, где я могу косить райдером, я обязательно так и делаю, чтобы сократить время покоса потом маленькой техникой. Эти плавные линии я много лет назад сделала для более большого садового трактора. Третий плюс райдера, кстати, не обязательно только райдера, это способность косить и вперед, и назад, не выключая в это время деку. Кому как, а мне косить нравится, особенно райдером. Сидишь, крутишь баранку, и сад становится красивым и ухоженным только благодаря скошенной траве. Ладно, озвучу вам и минус райдера. Пожалуй, единственный. Хотя нет, есть еще один. Первый минус. Если у вас колдобины, как у меня, то есть поверхность почвы неровная, не буду озвучивать здесь причины, почему так, то, катаясь на райдере, вас будет неприятно трясти, и руль будет сильно вибрировать. Второй минус – это минус большой техники, то есть не везде можно подъехать, заехать. Скажем, если у вас между кустарниками всего 50-60 сантиметров. Но не проедете же. В зоне огорода между кустарниками смородины у меня трава не кошена целый месяц. Местами трава выше колена. Не было времени косить. Подняв уровень скоса на самую высокую ступень, райдер справится и с такой травой. У меня кончился бензин. Надо бы заправиться. Бак вмещает 4 литра. По поводу склонов. Если склон плавный и на нем ничего не растет, кроме травы, то на райдере очень удобно на него заезжать, съезжать и даже ехать вдоль. Не будет ощущения, что вы сейчас перевернетесь. А если склон крутой, покажу позже, и вдобавок на нем какие-то посадки, то райдером туда не заехать и траву не скосить. Всем привет! Это вторая моя большая садовая техника. Садовый трактор МТД Smart RG 145. Ширина скоса у этого трактора 107 сантиметров. Высота скоса от 3 до 10 сантиметров. Этим садовым трактором я кашу 5-й год. Вот к нему у меня претензий много. Пару плюсов, остальные только минусы. Казалось бы, хорошо. Косит 107 сантиметров. Значит, можно быстро все скосить. Но огромное но для меня в том, что на моих колдобинах остаются постоянно проплешины. Наголо скашивает так называемые неровности на поверхности. Возле дома, например, мне так совсем не нравится. Поэтому теперь возле дома я кашу райдером. А вот дальние участки я кашу этим трактором.
Самый большой минус – назад он не косит. Надо выключать скорость, выключать деку, включать заднюю скорость и разворачиваться, если заехала куда-то в тупик. Дело в том, что это видео я планировала снять, показав, что я за один день успела сделать в своем саду. Но, видать, придется вставить кадры, когда я гребла скошенную траву для наглядности и потом отвозила собранные кучки для мульчирования каких-то растений или клумб. Покос большой техникой закончен. Надо бы и почистить их от травы. Приспособила эти же пластины для заезда под углом, чтобы как-то была возможность очистить от прилипшей скошенной травы. Поднимаю деку на самую высокую ступень. Для чистки я использую совок. Блин, кажется, я куда-то его потеряла. Пойду поищу. Ура, нашла! Соскабливаю прилипшую траву. Не очень-то это удобное занятие. Ничего не видно, неудобно. Если кто знает способ получше, то поделитесь. Таким же способом чищу и райдер. Настало время и малой техники. Это электрическая газонокосилка Makita со сборником для травы и шириной скоса всего 33 сантиметра. Этой газонокосилкой я очень довольна. Хоть она и предназначена для маленьких участков, но в прошлом я косила ей не менее 1000 квадратных метров. Правда, получалось довольно долго. Теперь кошу ей только там, куда большая техника не может заехать. Пару холмов и клочок травы возле большого пруда. А все, что сборник собирает, я использую для мульчирования растений. А это, в свою очередь, дает растениям питательные вещества и сохраняет влагу в земле. Например, весной я специально косила больше этой косилкой, чтобы собрать максимально много скошенной травы. Газонокосилка очень легкая. Можно косить склоны одной рукой. Помещается между любыми кустарниками. Использую удлинители по 25 метров, при необходимости соединяя их между собой аж до 75 метров в длину. На такой крутой склон райдером не заедешь. Поэтому такой косилкой крутые склоны, да еще и с многочисленными посадками, косить наиболее удобно. Как я уже говорила, в этот раз я оставила края дорожек райдером не скошенные, чтобы этой газонокосилкой срезать траву максимально низко и опять же будет чем мульчировать розы, скажем. При покосе края ножи не задевают щебень и трава на дорожке не летит. Если бы трава не была такой высокой, я бы все эти края скосила еще райдером и сэкономила бы немало времени. Да, кабель немного мешает, но по мне так не критично. Если сравнивать с аккумуляторной, то этой косилкой можно в разы дольше косить. Аккумулятор давно бы уже сел. К тому же электрическая косилка в разы дешевле аккумуляторной. Вот и взвесьте, что вам важнее – удобство или длительная работа и долговечность. Ни в каком обслуживании она не нуждается. Режущие ножи я могу сама открутить и отнести на заточку. Или купить новые и сама могу прикрутить. Периодически переставляю кабель, включая косилку то от контейнера, то от бани, то из окна комнат. Газонокосилка настолько легкая, что ее нетрудно и перенести в нужное место. Возле пруда совсем небольшой клочок газона.
а рядом канава. Для нее у меня в будущем тоже интересные планы. Скошенной травой опять же обкладываю ближайшие кусты. Верхушки этого дерева были спилены еще осенью. Весной же я спилила иву почти на пень. Ива же отрастила побеги, и я их удаляю, так как наверху пня у меня кашпо с петуниями. Оборванные побеги отношу в теневую зону для мульчирования. Продолжаю покос травы газонокосилкой рядом с теневой зоной, обкашивая края дорожек и зону вокруг площадки для гриля и костра. Слышите треск? Эта косилка пожирает мульчу из сосновой коры. Щебень она не затрагивала, как вы видели, а вот кору постоянно. Это холм, на который неудобно заезжать райдером. Я топчусь на горке потому, что там почву приподняли то ли мыши, то ли водяные крысы. Заметьте, кабель мне совсем не мешает, если использовать правильную траекторию покоса. В прошлом году я также прикупила себе триммер. На этот раз он аккумуляторный, тоже Makita. У меня есть бензиновый триммер, но он тяжелый. Периодически мне не удается его завести. Косить в нем можно только в наушниках. А этот самый простенький, очень легкий. И нужен он мне только в самых недоступных местах, куда даже маленькая газонокосилка не помещается. Удобно обкашивать вокруг стволов деревьев, какие-то края, например, поленницу, или же высокие бордюры. Это подложка для еще одной поленницы. Триммер просто идеален для скоса травы возле бревен. Время 7:30. Решила еще обрезать некоторые японские спиреи, которые благодаря обрезке станут пышнее и будут цвести еще шикарнее. Эти спиреи растут рядом с плетистой розой Флорентина. И чтобы они ее не закрывали, я у них верхушки обрезаю. Зацветут они тогда ближе к осени. Также обрезаю единичные длинные веточки у спиреи Golden Princess. Прямо под окнами такая же спирея. Время 8 вечера, а на улице была жара. Сначала проверяю по весу, тяжелые или легкие горшки, чтобы точно знать, в каком количестве воды они нуждаются. И поливаю свои кашпо с петуниями. Последние кашпо висят у бани. Хорошо, что не забыла их полить, а то бывает и забуду. Время 20 минут 9. Если честно, я устала. Хочу просто посидеть в гамаке, отдохнуть и помечтать.